Кто у нас в стране не знает о Форто-Боярд, неприступной морской крепости, вырастающей прямо из океанских волн? А шоу, которые снимались там, «Старец Фура», «Паспорту», «Тигры», охраняющие несметные сокровища? Когда мы сопереживали участникам на экранах телевизоров, то иногда задумывались об истинном назначении этой крепости. То, что это старинный военный объект, не вызывало сомнения. Но оказывается, Форт Боярд, а точнее будет называть его Форт Бояр, это, пожалуй, самый известный французский долгострой, строительство которого так и не смогло угнаться за техническим прогрессом. И только вмешательство телевизионщиков спасло крепость от окончательного разрушения. Впрочем, обо всем по порядку. Все началось с того, что в портовом городе Рашфор на берегу Атлантического океана в XVII веке король Людовик XIV решил построить судоверфь. Но вот беда, господствующие в морях англичане быстро прознали про стратегический объект, и несколько раз судоверфь становилась целью их корабельной артиллерии. Недалеко от города, в море, находилось два французских острова — Эксон и Олерон, а между ними широкий пролив, по которому английские корабли могли беспрепятственно проходить к самому Рашфору и спокойно обстреливать ценную судоверфь. На островах находилась береговая артиллерия, но зона ее обстрела не закрывала полностью пролив, и английские адмиралы не обращали на грозные орудия никакого внимания. Тогда руководитель обороны Рашфора предложил построить между островами крепость. Там была песчаная коса, и в принципе можно было запросто соорудить какой-нибудь форт. То, что дом, построенный на песке, это явная утопия, никого не волновало. Лишь только военный инженер маршал де Вабан, ознакомившись с этими фантазиями, авторитетно заявил королю: «Государь, проще ухватить Луну зубами, чем выполнить подобную работу в этом месте». Слово маршала имело вес, и идея с постройкой крепости забылась на долгие 100 лет. Второй раз они вспомнили уже в XVIII веке, когда началась Семилетняя война между Францией и Англией. Англичане мало того, что запросто проходили через пролив и обстреливали Рашфор, они еще и захватили остров Эксон, разбив там на голову французский гарнизон. Идея строительства крепости снова всплыла из небытия. И когда война закончилась, за ее возведение взялись всерьез. Однако дело продвинулось только на бумаге. Был создан проект, с ним ознакомились при дворе, согласовали нужные суммы. А вот до реального строительства дело дошло только в 1804 году, уже при Наполеоне Бонапарте. Но как строить крепость на песчаном основании? Правильно, никак. Поэтому строительство начали с возведения каменного фундамента. Добытые на материке каменные блоки свозили на песчаную косу Бояр и во время отлива просто сбрасывали их за борт, тем самым формируя каменное основание крепости. На третий год такой работы стало понятно, что это сизифов труд. Тяжелые блоки под собственным весом уходили в песок, разъезжались в стороны и перекашивались. К тому же постоянные шторма не давали работать на объекте круглый год. Да и Англия, владычица морей, не дремала и нет-нет, да и обстреливала позиции. Денег на эту авантюру уходило много, толку не было никакого, и Наполеон в 1809 году замораживает стройку. Следующий этап в строительстве форта наступил в 1840 году. Вновь осложнились отношения с англичанами, и французский король Луи Филипп волевым решением воскресил многострадальный проект. К тому времени технический прогресс уже шагнул вперед. В распоряжении строителей появились бетон, цемент и гидравлическая известь. Это избавило от необходимости доставлять камни с материка, а позволило изготавливать блоки на острове поблизости. Долго ли, коротко, но работы над фундаментом были закончены спустя 8 лет, а еще через 4 года строители сумели возвести цокольный этаж будущей крепости. Полностью строительство закончили лишь в 1866 году. Таким образом, Форт Боярд строили целых 60 лет. Строили затем, чтобы к моменту его сдачи в эксплуатацию он оказался никому не нужным. Дело в том, что технический прогресс, который упростил постройку форта, затронул и военную технику. За прошедшие 60 лет дальнобойность орудий увеличилась, и теперь пролив можно было полностью контролировать береговой артиллерией с островов Эксон и Олерон. Необходимость размещать орудия в бойницах крепости отпала, пропало и военное преимущество в положении форта. Недолго думая, французские власти решили использовать его в качестве тюрьмы. Всего в Форто Боярд содержалось около 300 преступников, но и их в 1872 году выселили оттуда. Крепость заняли военно-морские силы Франции и владели им до 1913 года.
Для чего он был нужен им, непонятно, так как никакого тактического превосходства форт не давал. В конце концов, даже военные поняли всю бесполезность этой внушительной крепости и оставили ее. Кстати, о внушительности. С экранов телевизоров нам кажется, что форт Боярд — это огромная крепость, высокая, могучая с башнями и казематами. На самом деле она всего 68 метров в длину и 30 метров в ширину, а ее высота — 3,5 этажа. Планировка простая, посередине открытый двор, вокруг открытые галереи с казематами. Одинокая смотровая башня, пристанище старца Фура в телеигре. Вот и все. В долгожданной цитадели, хорошо спланированной и способной выдержать длительную осаду, разместили гарнизон из 250 человек. Для оснастки фортификации собирались использовать 74 пушки, когда неожиданно выяснилось, что в этом нет необходимости. Технический прогресс затронул не только строительную, но и военную сферу, значительно увеличив мощность артиллерийских орудий. Теперь их снаряды доставали втрое дальше, чем в XVII веке, когда впервые возникла мысль об усилении защиты Рошфора. Расположенные вдоль берега и на островах батареи легко перекрывали залив, охлаждая боевой пыл противника. Целесообразность дальнейшей эксплуатации Боярда, как ранее его строительство, оказалась под вопросом. Тем более, что сильные волны, ударяя в стены казематов, сдвигали пушки, мешая прицельному огню. Даже возведение волнореза полностью не решило проблему. Оснащенная всего 30 орудиями, крепость какое-то время еще воевала, но в период бонапартистской диктатуры интерес к ней окончательно угас. Подобно многим утратившим свое значение фортификационным сооружениям, Боярд превратился в пенитенциарное учреждение. С 1870 по 1872 годы здесь содержались сначала пленные немцы и австрийцы. Франция как раз в этот период воевала с Пруссией, а затем национальные активисты, недовольные агрессивной политикой Третьей Республики. История форта Боярд в качестве тюрьмы оказалась не менее короткой, чем военная. Хотя его положение вдали от берега и цивилизации казалось очень выгодным, затрудняя побег заключенных, 300 узников вскоре перевели на остров Новая Каледония, Тихоокеанскую колонию Франции. Тюремное прошлое цитадели нашло отражение в сценарии телеигры. Участников, не успевших вовремя покинуть комнату, где проходят испытания, делают узниками и отправляют в камеры мрачного подземелья. После 1913 года для форта Боярд наступили темные дни. Во-первых, мародеры вытащили оттуда все, что представляло хоть какую-то ценность. А во-вторых, отсутствие ухода и содержания здорово разрушило стены. В годы Второй мировой войны гитлеровцы использовали крепость в качестве мишени для своих дальнобойных орудий. И хоть снести с лица земли ее не удалось, но полностью разрушить причал и волнорез им все же удалось. Послевоенное восстановление Франции не затронуло форт Боярд. Он все так же стоял израненный войной и временем, и лишь густая трава прикрывала его шрамы. Наконец, в 1961 году правительство решило выставить форт на продажу. И на него нашелся покупатель. Эксцентричный стареющий миллионер Эрик Аэрт купил его с торгов за 28 тысяч франков. Планы у него были грандиозные — превратить форт в казино, роскошный отель и курорт одновременно. Однако ничего из задуманного осуществлено не было, и Боярд все так же продолжал хереть и разрушаться. И только в 80-е годы в судьбе многострадального форта произошел перелом. Французский продюсер Жак Антуан сумел выкупить крепость у миллионера. Он давно положил глаз на стареющую крепость и собирался осуществить в его стенах свою давнишнюю мечту — снять там телевизионное шоу с реальными и непростыми испытаниями для участников в борьбе за солидный денежный приз. Работы по восстановлению крепости начались с того, что расчистили внутренний двор от почти 700 кубометров каменных обломков и удалили с горизонтальных поверхностей полуметровый слой птичьего помета. А потом дело пошло веселей, и вот уже в 1990 году французы увидели первый выпуск увлекательного шоу «Ключи от форта Боярд». В истории форта началась новая эра. Кстати, он закрыт для туристических путешествий, и полюбоваться на каменные стены знаменитой крепости можно только с бортов прогулочных катеров. Внутри сейчас безраздельное царство телевизионщиков, а многочисленные кельи и казематы превращены в места испытаний и склады хранения многочисленного реквизита. Чтобы добраться до крепости, нужно приобрести билет на любой катер, который отправляется именно к форту. Такие услуги предоставляют разные владельцы судов.
Не все катера проходят мимо крепости, поэтому нужно искать целенаправленно соответствующие маршруты. На кассах с билетами к историческому зданию стоит пометка с названием «Форт Боярд». Для туристов это служит ориентиром, чтобы не запутаться. Катера прогулочного типа возят туристов в крепость практически со всех портовых городов на окружающих островах с берегов, выходящих на пролив. Французские портовые города, из которых можно отправиться в морскую прогулку. Острова Алерон и Ла-Рошель, Транш-Сюр-Мер, Тремблат и мыс Фура. Найти место, где можно купить билет, несложно. На пристани есть много касс, в которых достаточно билетов на свободное место. Очередей в кассах практически нет, поэтому туристам несложно планировать свое время и путешествие. Но это может зависеть от времени года. В туристический сезон посетителей больше, чем в другое время года. Поэтому туристу нужно заранее узнать о наплыве людей в тот период, когда он планирует поездку. Соответственно, нужно найти подходящий способ покупки билетов на месте в очереди или через интернет до путешествия.